Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же подберет ключик к вашему сердцу? Такой романтичный будет сегодня у нас расклад. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. Вы вот сами по себе, вы настолько вот мирный и неконфликтный человек, но опять же, это бывает до поры до времени. Вот вы такой тихий, спокойный, стараетесь как-то вот и на уступки идти, где-то молчать, где-то не обратить внимания, да, на какие-то вещи. Но это опять же будет до поры до времени. Причем это касалось в основном женщины. Сейчас вы с этой женщиной не вместе, скорее всего, проигрывается здесь вообще расторжение брака, да, именно уже через суд. Это разрыв отношений. И как раз вот именно с любимой женщиной вы были настолько терпеливы, вы столько всего терпели. Это могут быть какие-то даже унижения, это могут быть оскорбления, это могут быть, ну я не знаю, даже ее какие-то нехорошие поступки, слова, которые вы много-много раз терпели. Но опять же, у вас такой характер, что вас лучше не бесить. Да, вы терпите, когда вы любите, но всякому терпению приходит конец. И когда вас выбешивают, вы реально просто взрываетесь. Тогда неба будет мало и земли. Тогда вы покажете, где раки зимуют. То есть за себя вы постоять можете. Это да, это любимые люди с вас могут веревки вить. Вот дети, допустим, любимые женщины. Да, они могут веревки вить, но опять же до поры до времени. Вы стали более подозрительным, вы стали более, таким вот колким на язык. Если раньше вот вы были такой больше добряк, то сейчас вы можете отпор дать. Вот эта ситуация с вашей женщиной, которая произошла, она ведь на самом деле много чему вас научила. Вы уже не тот наивный мальчик, каким были, может быть, еще какое-то время вот назад. Вы больше позволяли, наверное, собой манипулировать. Даже может быть, что вы видели, что вот женщина вами манипулирует, да, но вы позволяли, потому что вы любили. Вы, может быть, да, втихаря там про себя ухмылялись, думали там над ее какими-то словами, поступками, думали, я все понимаю, да, пусть хорошо, пусть будет по-твоему. Но сейчас вы не позволите. Вот сейчас вы обозлились больше, вы сейчас уже умеете, в принципе, вы научились говорить слово «нет». Вот я обычно называю, да, вот вы больше стали, даже вот с окружающими, вы больше стали проявлять свой характер. Хотя, опять же, так, страхи, что за страхи у вас остались? Снова, вот у нас довольно часто, да, кто меня смотрит, выпадают страхи и комплексы. По поводу чего? Вот посмотрите, вам хочется, вот на самом деле вам очень не хватает новой любви. Женщины любимой вам не хватает. Но опять же, в который раз у нас в раскладе выпадает, что вот есть некоторые страхи, либо сомнения перед новыми отношениями. В душе зима и гололед абсолютнейшая. Вот знаете, вот может у вас проигрываться такое состояние, абсолютный штиль в душе. Когда как будто, знаете, вот выгорело. Нет ни эмоций, нет ни чувств, ничего. Штиль полный. Вот страхи перед новыми отношениями, перед разрывом, страхи перед обманом. Это вас очень сильно останавливает. Хотя вот вы настолько такой человек, когда вы любите, вы настолько вот готовы горы свернуть, просто сорваться и помчаться, я не знаю, чуть ли не среди ночи к любимой женщине. У вас есть и романтические нотки в вашем характере, вы умеете ухаживать, вы умеете быть джентльменом, вы умеете красиво относиться к женщине, потому что далеко не каждый мужчина будет и умеет красиво относиться и красивые поступки совершать. У вас это есть.
Так, что же у вас будет дальше в жизни? Смотрим. Вот вы себя, да, вот вы посадили как будто вот на ключ, ну, я утрирую, как будто под замок себя посадили, да, вот вы себя по рукам-ногам связали, вот перед новыми отношениями, я имею в виду. Вот не торопитесь вы, да, вам плохо, да, обидно, да, хочется. Но именно вот когда, да, вот как на этой карте у нас 10 мечей проткнули спину человека, вот приблизительно такое состояние, вот либо сейчас у некоторых проигрывается, либо вот еще недавно было, да, потому что общий расклад. То есть вы не торопитесь, да, искушения есть, у некоторых могут проигрываться такие, ну, типа одноразовых романчиков, да, тоже вот по дьяволу могут прекрасно проигрываться. Но, опять же, это не то пальто, это не та любовь, которая вам нужна. И это вас очень сильно расстраивает. Так, какая же женщина к нам пришла все-таки на расклад? Вот, новая любовь у вас, ребят, назревает новая любовь. Причем это будет не самое ближайшее время, это через какой-то период. Опять же будет, ну, какая-то вот пауза именно в отношениях. Вам нужно вот перегрустить, перестрадать. Вот уже неоднократно это падало. Вот вы пишете мне некоторые в комментариях, что когда же это будет, ну, у каждого свой срок. Не может быть у всех одинаково. У кого-то раньше появляется женщина, у кого-то позже. Если вот свыше, да, если Вселенная вам чего-то не дает, значит, вы не готовы. Да, можно хотеть женщину, хочется любви, хочется счастья, но внутренне, если человек не готов, ну там наверху это все видят. И потому вам не дают, пока вы внутренне именно не будете готовы к новым отношениям. Вот так это работает. Смотрите, женщина появится очень внезапно. Настолько активистка у нас и туз жезлов, и туз мечей. Ну, такая она дама, вот я бы сказала, с мужским характером. Такая, знаете, мужик в юбке, обычно говорят о таких. Это будет вашей новой историей любви. Это женщина, которая будет создана именно для отношений с вами. Это не женщина, с которой вы просто пороманите. Так, что же вот, у вас сразу же, посмотрите, любовь в морковь. Вы посмотрите, 2 карты сразу, потрясающие, лучше и не придумаешь. Человек, с которым вот именно вы обретете ту гармонию вот в душе. Потому что вот идет информация, что вот именно с ней у вас будет, знаете, вот желание все делать вместе. Вот обычно это то состояние, когда в паре вот хочется вместе, даже вот в быту, вместе убирать, вместе готовить, там, я не знаю, вместе ходить за покупками, все что угодно. Кстати, вот это даже полезно в отношениях, когда все делают вместе люди. Это и сближает, это и приятнее, это и быстрее вы там приготовите, либо уберете. И это очень сильно сближает на самом деле, когда вы заняты одним делом. Женщина будет моложе вас, брюнетка, скорее всего. Настолько вот она приукрасит вашу жизнь. Она настолько перевернет вашу жизнь, абсолютно на 180 градусов. Вот смотрите, у нас 2 такие карты движения, да. Человек, который, ну, настолько непоседливый. Вот вы, ну, никак не сможете с ней скучать. Вот реально она относится к женщинам, с которыми, ну, не соскучишься, это точно. Она и страстная. Она и такая вот, ну, вся любвеобильная, да, вот как я говорю обычно, ну, с такой женщиной можно, ну, по всей Камасутре зажигать. У таких женщин никогда голова не болит. С ней можно всегда и везде, они как пионеры, всегда готов. То есть, смотрите, ваша жизнь вот именно в этих отношениях, она резко поменяется, причем поменяется, ну, в более активную, что ли, сторону. Домоседом быть уж никак не получится, это однозначно. Она будет вас постоянно куда-то вытягивать, куда-то пойти, там, поехать погулять, я не знаю, на природу, куда-то в компанию. Ну, то есть это человек движения. Может даже поначалу вас это немного напрягать, потому что, ну, кто-то скажет, у меня возраст, кто-то скажет, я устал.
у кого-то еще какие-то будут свои причины. Но опять же, вы с этим ничего не делаете, потому что вы настолько вот влюбитесь в эту женщину, что вы хотите, не хотите, а хотеть придется. Поэтому вы будете срываться и мчать, и бежать. Вот это будет ваша новая дама. Она будет, ваша новая императрица, я имею в виду, она будет вот именно настолько вас зажигать, она как будто вы делиться своей энергией с вами будет. То есть вот просто полежать, отдохнуть там по полдня, допустим, может быть, кто-то мечтает, вот выходной, полдня полежу. Нет, не получится. Здесь будет движение, здесь куда-то пойти, поехать, какие-то постоянно движухи такие, но в то же время вы будете очень бояться ее потерять. Да, морально может быть тяжело, но я имею в виду морально, потому что, такой активный образ жизни, он ведь не каждому подходит, особенно если уже чем старше человек, то, конечно, тяжелее вот эти все движухи, уже хочется какого-то покоя. А здесь такая молодая девочка, зажигалочка, это такая искорка в вашей жизни появится. Причем искра, из которой возгорится пламя, как говорят, пламя любви. Женщина, которая станет вашим новым смыслом жизни. Вот именно она подарит вам ощущение, которого вы давно не испытывали. Вот с этой женщиной вы почувствуете себя и нужным, и любимым. И в то же время вы даже себя почувствуете, даже вот как-то, знаете, может быть внутренне, но моложе. Вот она моложе вас. И она вот этими своими зажигалками, вот характером таким зажигательным, она настолько вот вас, просто заразит вот этим своим оптимизмом, энергией, какой-то неуемной такой страстью. Вот знаете, настолько идет от расклада теплая такая классная энергетика, настолько вот приятно. И то, что я вижу, да, вот я считываю с расклада, но это реально, это такие кардинальные перемены в вашей жизни будут. Наверное, мало кто из вас подозревает о таком. По большому счету, да, сейчас вот вы больше расслабились, сейчас уже есть некие страхи, да, вот сейчас сомнения, а может быть я никого не встречу, а вдруг меня предадут, то есть вот это все, что обычно пугает мужчин, да, и тем самым ставит такой вот барьер психологический перед новыми женщинами. Вот эта женщина, вот я бы ее назвала ураган, вот просто торнадо. Вот эта торнадо ворвется в вашу жизнь и подарит букет незабываемых ощущений во всех смыслах. Поэтому, ребята, крепитесь, набирайтесь сил, повторяйте Кама-сутру, и все у вас будет в шоколаде. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!